Приветствую вас на канале Дача своими руками. Очередной видеоролик про дачных жителей. Идолов, истуканов, тотемов и других божеств. Предметов обожания и поклонения на даче. С целью повышения урожая и охраны дачи от лихих людишек, злых дней. Давным-давно хотел сделать девушку с веслом, украсить единственную грядку с мангалом из автозапчастей. Но, как обычно, не получилось. А получилось жуткое чудище. На всякий случай пришлось определить его хранителем мангала, чтобы олицетворял собой бога огненных жертвоприношений Семаргла. Славянский такой бог чревоугодничества. Да, каждый год понемногу модернизируется и добавляет себе новые функции, такие как держатель подноса с рюмкой, стойки для лопат и тяпок. Надо еще снабдить его зонтиком от дождя и фонарем, чтобы освещал путь к мангалу в темноте. Второе произведение. Опять же, как задумаю что-нибудь, ничего не получается. Думал сделать писающего мальчика и поставить у пруда скульптуру. Вышло, как обычно. Почему-то сделался зловещий, приводящий в ужас мужчина, а не мальчик. Несколько раз менял ему дислокацию, но пришел к выводу, чем ближе стоит, тем лучше. А то поставишь подальше, забудешь, что там стоит, а потом сам пугаешься ночью, выйдя подышать свежим воздухом. Да так пугаешься, что забываешь, зачем выходил-то. Третье чучело. Та же самая история. Русалка к пруду не получилась, потому что в то время увидел по интернету пугало на велосипеде. Ну и тараканы, само собой, сами сделали. Даже мне не пришлось думать, что да как. Вот, только меняю наряды каждый год. Правда, иногда путаю ее со своей женой. Почему-то все время кажется, что это она там стоит и втихушку поедает мою малину, выращенную тяжелым трудом. Однажды даже камнем в нее запустил, чтобы отпугнуть. Страхолюдная голова, леденящая кровь. Выбросить жалко, поэтому все время ищу ей место. Хочется, чтобы пугала еще кого-нибудь, кроме меня. Но как-то никто ее не видит, а я так натыкаюсь на нее все время и очень пугаюсь, что плохо сказывается на моем здоровье. Приходится постоянно лечиться после этого. Надо закопать ее, что ли, где-нибудь в уголке. Золотая рыбка. Живет в бочке. Служит поплывком. Показывает уровень воды. И еще исполняет желания. Как желание наступает, приходится проходить мимо нее. А если мимо нее успел пройти, то желание удачно исполнится. Правда, ночью
приходится исполнять желания. Переносной желальник. А то ходить мимо нее очень страшно. Да и в темноте там исполнять. Можно мимо исполнить. А вот так они зимуют, негодники. Неожиданно застал их и ждали. Говорят, что им так теплее. Придется на следующую зиму соорудить им берлогу. Или вигвам какой.